берущая свои истоки из глубоких философских, патриотических взглядов наших мужественных предков, богатая история и культурное наследие, занимающее на протяжении веков особое место в духовной жизни туркменского народа, приобрела новые очертания, новое содержание в славной летописи Туркменистана. Древняя куняургенческая земля на протяжении многих веков пережила разные культуры. Расположение на берегу Амударьи привело к формированию здесь жизни, образованию первых городов, крепостей и сел. Это место стало основным политическим, экономическим и культурным центром древнего Хорезма Центральной Азии в первом тысячелетии до нашей эры. Прослеживая историю Хорезма, необходимо отметить, что на этой земле правили несколько потомков царей и правителей. В средние века Хорезм, вошедший сначала в состав правителей Газналы, а затем сельджуков, стал одним из научных центров страны. Государство Хорезм с каждым годом укрепляло свое влияние, и затем, присоединив к себе Мавераннахр, Хорасан, Керман, Систан и Газналы, в XII-XIII веках стало одним из самых крупных государств на Востоке. Такие великие историки ислама, как Иззаттин ибн Эсир, Абдул-Фида ибн Кесир, Атамялик Джувейни, Мухаммед ибн Васил и Шихабеддин Несеви в своих произведениях с гордостью вспоминают древний Куня-Ургенч. В то время Гургенч оставил немеркнущий след в истории. Впервые в памятнике письменности, датируемом первым тысячелетием, город называют Гюргенч, Ургенч и Куня-Ургенч. Древний Куня-Ургенч, переживший бурный расцвет, таит в себе различные исторические события. Существует немало легенд, посвященных происхождению города. Одним из памятников, сохранившихся в городе, является Кервен-Сарай. Ворота Караван-Сарая – это портал сооружения, который еще не изучен учеными. Этот памятник считается единственным сохранившимся сооружением на территории Дашкала. Если учесть восстановленную нижнюю часть наследия Мамуна, то сохранился лишь главный вход Караван-Сарая. Но, к сожалению, само сооружение не сохранилось. До проведения первых археологических раскопок в 1952 году треть портала была погребена под культурными слоями. Фасад портала выложен декоративными кирпичами в виде резных и кольцевидных узоров. При этом использовались кирпичи натурального цвета, которые чередуются кирпичами, покрытыми эмалью голубого, белого и бирюзового цветов. Такое оформление хорошо сохранилось с внутренней стороны верхней части купола. Этому памятнику характерен присущий древнему Куня-Ургенчу метод оформления двойной кладки кирпича. Декоративные узоры и украшения сделаны способом ойма. Над ними выложены кирпичи, покрытые голубой эмалью. Такой же метод кирпичной кладки присущ архитектурным памятникам Хорезма. Со временем узоры в некоторых частях портала были повреждены. Сегодня о них напоминают лишь сохранившиеся фрагменты узоров и следы от резных узоров, созданных способом ойма.
Некогда поверхность трех передних куполообразных порталов караван-сарая были покрыты голубой эмалью, а боковые стены глубокого портала были заполнены плитками, покрытыми голубой эмалью. Таким образом, эти узоры очень схожи с узорами на портале мавзолея Турбек-ханум. Такой метод оформления узорами можно увидеть и на портале мавзолея Наджмедина Кубра. Боковины портала караван-сарая, верхнюю его часть трудно определить. Вероятнее всего, в верхней части, как и в мавзолее Наджмедина Кубра и Турбек-ханум, было сталактитовое оформление. Мнение большинства ученых насчет того, что этот портал очень уж роскошный для караван-сарая, совпадает, и, возможно, этот портал относился к крупному медресе. Таким образом, если даже считать, что памятник относился к XIV веку, то прежние даты и некоторые его особенности, и в первую очередь отделка памятника, дают основание считать, что он возведен очень давно. В результате археологических раскопок, проведенных с 1979 и до 1985 года, было обнаружено, что здесь было 4 строительных периода. Возле толстых стен портала с левой и правой стороны был обнаружен фундамент толстых стен длиной более 10 метров. После проведения восстановительных работ портал перед караван-сараем приобрел настоящий вид.